Украина начала переговоры с командой Трампа о прекращении войны. Какие планы рассматривают и что уже сторонники будущего президента сказали украинской делегации? Почему Дональд Трамп внезапно отправляется во Францию? И заедет ли он в Украину? Об этом и не только поговорим с нашим гостем в нашем стриме. Меня зовут Анастасия Нарицына. И на связи Борис Пинкус, общественный деятель, президент Республиканского клуба имени Рональда Рейгана в эфире. Борис, здравствуйте. Рада приветствовать. Добрый день, дорогие. Дякую. Рад быть на вашем канале. И слава Украине. Героям слава! Ну и, друзья, мы работаем в прямом эфире, поэтому я прошу вас поддержать эту трансляцию своим лайком. Напишите также комментарий, свои вопросы к нашему гостю и также указывайте, из какого города, из какой страны вы нас смотрите. Украина начинает переговоры с командой Трампа о прекращении войны, пишет The Wall Street Journal. Вчера глава офиса президента Ермак отправился в Вашингтон и встретился с будущим спецпосланником США по Украине Келлогом, а также с будущим советником по нацбезопасности Майком Уолтсом. И к встрече вроде как присоединился даже будущий вице-президент Венс. Высокопоставленные чиновники пытались наработать единую позицию по урегулированию войны, еще вроде как до инаугурации Трампа. Борис, известно ли вам, как прошла эта встреча? Удалось ли достичь единого мнения? Нет, у меня нет достоверной информации о результатах. Тем более, что встречи там еще будут некоторые тоже с другими представителями, насколько мне известно. Но в одном я не сомневаюсь. Это обсуждение главной цели. Как выдворить этих варваров за границы 91 года. Есть идеи, и не одна, ряд вариантов, которые предлагаются командой Трампа, и цель выслушать представителей руководства Украины, как они мыслят реализацию той или иной идеи Трампа по достижению главной цели. Еще раз повторяю, главная цель – это справедливость. Это восстановление границ Украины в пределах тех, которые были обусловлены еще в 1991 году и одобрены мировым сообществом. Точка. Другого не будет. Другой вопрос – как достичь такую цель, причем главная идея Трампа – с малой кровью, чтобы помочь сохранить население Украины, молодое поколение, которое и так уже много понесло потерь, с одной стороны. А с другой стороны, не дать возможности этим варварам, зарываться. Вы что думаете, Трампу неизвестно, что творит сегодня Путин везде, где только это возможно? Главное, чтобы нанести ущерб Америке, вред нанести Америке, отвлечь Америку от Украины и добиться своего, поставить на колени Запад, с тем, чтобы Запад принял его именно путинские условия. Вот это есть сегодня. И я рад, что команде трамповской, которая сегодня встречается с делегацией Украины, принял участие и Венс. Я хочу обратить ваше внимание, сегодня Венс будет другим, чем он был до выборов. Запомните это. Почему? Да потому что он будет придерживаться только стратегии Трампа. Все могут говорить все, что хотят, но decision-makerом, то есть человеком, который принимает решения, является Трамп. И сегодня я очень предвкушаю услышать позитивы после встречи украинской делегации с американцами, позитивы в сторону, защиты национальных интересов Украины. Я в этом не сомневаюсь. Я думаю, что самое интересное, что завтра в пятницу Трамп будет давать впервые интервью после выборов не кому-нибудь, а леволиберальным средствам массовой информации NBC. Это будет завтра запись, а выйдет в эфир только, к сожалению, в воскресенье в 10:30 по нашему восточному времени.
очень большое интервью, между прочим. Мы все с нетерпением ждем. Впервые Трамп будет отвечать на вопросы о своей будущей стратегии. И, конечно же, вопросы об Украине будут главными. Вот это очень интересно. Супер, мы с удовольствием посмотрим это интервью. Всех очень интересует именно мнение самого Дональда Трампа, а не его окружения, потому что много действительно планов появлялось. И вот тоже СМИ ранее писали о том, что команда Трампа предлагает 3 пока мирных плана относительно войны, но ни один из этих планов не предусматривает вступление Украины в НАТО. Я напомню, что план Кита Келлога, это спецпредставитель по вопросам Украины, предусматривает заморозку по линии фронта и принуждение сторон к переговорам путем регулировки поставки оружия Украине. План вице-президента Венса, который тоже встречался с Ермаком, он включает демилитаризованную зону по текущей линии фронта, которая будет тщательно укреплена, чтобы предотвратить дальнейшее вторжение России. Но и Ричард Гренелл, в свою очередь, предлагал создание автономных зон на востоке Украины. Но получается, что вот эти все потенциальные планы, о которых уже известно, они сводятся к формулировке территориальные уступки без членства в НАТО. Вот смотрите, я говорил уже в последних эфирах знаете, вот о реальной ситуации вступления в НАТО. Но есть же масса проблем, юридических проблем, организационных проблем и даже моральных проблем, по которым противники вступления Украины в НАТО могут аргументированно выступать, причем громогласно. Я назову несколько из них. Например, ведь устав НАТО не позволяет принимать в ряды свои страну, которая находится в состоянии войны. Это относится к Украине. Это первое. Второе положение, которое является барьером на пути вступления Украины в НАТО, это единогласное согласие всех 32 членов НАТО на принятие Украины в НАТО. Этого не будет. Почему? Достаточно того же Орбана или, например, Фици, там Орбан премьер-министр, допустим, в Венгрии, Фици Словакии, которые будут выступать против, это нам известно заранее. Поэтому я уже обращаюсь к Трампу. Трамп никогда не был против НАТО. Он был против того НАТО, которое мы сегодня имеем, бумажного тигра. Позор, стыд и срам тому, что не НАТО защищает Украину, а Украина сегодня защищает НАТО. Поэтому Трамп говорил, мы должны реформировать эту организацию, бюрократическую организацию, от которой проку нет никакого. Мало того, они самообеспечением не занимаются, не внося в бюджет своих оборонных ведомств не менее 2%. Так они еще, и вот такие препоны создавая, не играют никакой роли практически по оказанию помощи Украине. А то, что сегодня посылают европейские страны, они больше, даже недостаточно беспокоятся о самих себе. Абсолютно. И честь и хвала, прежде всего, прибалтийским странам, которые больше, чем даже 3% вносят сегодня в бюджет своих оборонных ведомств. Польша, честь и хвала. Но и то почему? Да потому что они граничат с Украиной. Не сегодня или с Россией даже. Не сегодня-завтра это все рушится на них. То, что происходит в Украине. Поэтому я говорил и буду говорить, друзья мои, сегодня очень важно Украине добиться соглашения индивидуальные, с отдельно взятыми странами. Начать с Америки. Соглашение о взаимной помощи и безопасности. Точно так же, как это между Америкой и Израилем, между Америкой и Японией, между Америкой и Южной Кореей. Почему? Потому что это реальнее, это быстрее достижимо. Вот это очень важно. Тем более в НАТО
Все смотрят, члены НАТО, все 30, там одна страна смотрит в рот Америки. Пока Америка не даст добро, ни одна из них ни одного шага не делает. И вы думаете, случайно сегодня Трамп едет во Францию? Почему? Ну, во-первых, он хочет, знаете, сколошить вот этот вот, знаете, его макроновское громкое обещание помочь военными силами даже, знаете, солдатами своими Украине. Так вот, я вам скажу по секрету, Трамп тоже долго ждать не будет. Вот он готовит ответку Путину. Он заведомо знает, что те условия, которые Трамп выдвинет тому же Путину, мол, вышвыривайся вот за этот период. Вот я тебе даю 2-3 недели, чтобы твоего духа не было на территории Украины. Например, я просто образно выражаю, вот те же вот планы, вами уже упомянутые в начале нашей беседы, советниками Трампа, они все включают те условия, которые Путин никогда не примет. Запомните это. Не примет, а Трамп уже готов к этому. Он тут же сделает то, что он уже говорил. Он даст Украине не только то, что Украина просит, но и больше, с целью, чтобы ВСУ просто размазала российские войска на территории своей и вышвырнула их за границы 1991 года. Вот это цель Трампа, и он к этому стремится. Я думаю, главная цель визита Трампа в Париже сегодня – обговаривание будущих шагов. Или, знаете, наметки на нескольких вариантов. Окей? В зависимости от текущей ситуации. Вот так очень мудро, умно, дальновидно поступает сегодня Трамп. Он торопится быстрее подготовить свою стратегию ведения отношений на мировом уровне, как по отношению к войне в Украине и на Ближнем Востоке, друзья мои. Вы посмотрите, что творится. Пожар разгорается. А посмотрите, что делает сегодня Россия в Грузии. Все это вместе взятое ложится на голову Трампу, который должен быть готов к 20 января. У него времени нет совсем. Он сегодня, не покладая рук, работает 24 часа над нахождением тех решений, которые будут эффективными не только для тех регионов, в которых идет пожар, но и для нас, американцев, по защите наших национальных интересов. Вот такой сегодня Трамп. Запомните это. И ряд других вопросов есть, мы сейчас коснемся, если у вас есть интерес в этом. Я напомню для наших зрителей, что Трамп совершит первый зарубежный визит после избрания президентом США еще до инаугурации, и он отправляется во Францию 7 декабря. Говорит, что в Париже планирует посетить собор Парижской Богоматери, но что-то мне подсказывает, что не только это главная цель визита, а вот он будет обсуждать эти шаги только с Макроном или, возможно, там будут и другие европейские лидеры? Я подозреваю, что могут подъехать и лидеры европейских стран тоже. И Шольц подъедет, например, и лидеры Великобритании, Италии, вполне возможно. Вполне возможно. Почему? Потому что положение критическое. Дальше отступать нельзя. Абсолютно. И вся надежда сегодня на одного человека – Трампа. Но, друзья мои, давайте не будем переоценивать роль Трампа. Абсолютно. Дай бог здоровья, и чтобы Трамп наш выжил и дожил, дай бог, и до 20 января. Тоже он, знаете, под обстрелом критиков, постоянных ненавистников, врагов. Их у нас полно как внутри страны, так и за пределами нашей страны. Но ведь до 20 января, друзья мои, еще чуть меньше 50 дней, а каждый час сегодня на многострадальный украинский народ падают ракеты. И вы знаете о том, что с победой Трампа 5 ноября число дронов и ракет, падающих на Украину, увеличилось на 50%. Вы можете представить?
На 50%, на 48% пишет наш Мы институт это все на изучения себе войны. чувствуем, Борис Яковлевич. Действительно, каждый день, каждую ночь дроны, ракеты, и мы понимаем, что Путин таким образом пытается повышать ставки, пытается Правильно. испортить эти, возможно, договоренности, чтобы они не состоялись. Поэтому тут действительно нужно уже работать. По поводу того, с кем может встретиться Трамп во Франции, то есть сообщение о том, что на открытие собора Парижской Богоматери приедут 50 лидеров, и среди них будет Урсула фон дер Ляйен. Это как раз будет ее первая встреча после избрания Трампа. Отлично. Вы знаете, вообще мне нравится позиция Трампа, который говорит одно, делает другое. Вот это вот его непредсказуемость. Мы убеждаемся, она настолько эффективна сегодня, как никогда. Почему? Потому что ведь он молчит. Вы заметили, он еще никогда ничего не сказал по поводу его отношений в войне в Украине. Разве что его главная стратегия является это мир, основанный на наших вооруженных силах. Вот это. Это он объявлял еще с первого дня, когда мы его номинировали 15 июля, мы номинировали его как кандидата от нашей партии, и с тех пор это не выходит из уст не только самого Трампа, но и его окружения. Вот это очень важно. А вот детали, как он этого будет достигать, табу. Пусть хоть кто что говорит. Венс, Шменс, там, сын его, или еще кто-то. Это ничто. Вот будем ждать, что скажет Трамп. И вот не то, что скажет, а что делает Трамп. Вот вы посмотрите, какой правильный шаг он сегодня делает своим первым визитом. Еще не став президентом, первый визит в Европу. Вы что думаете? Я бы шлепнул по губам тех, кто всегда у нас с вами, наших русскоязычных каналах Украины внушали бедному украинскому народу, что республиканцы — это плохие, Трамп — это исчадие ада, он агент Путина, он ненавидит Европу, он сдаст Украину, не дай бог, если он победит. А вы посмотрите, какие шаги будет делать Трамп сегодня. Вы запомните, друзья мои, Америка была, есть и будет демократической страной, хотя, не дай бог, победила бы Харрис, неизвестно, что стало бы с нашей страной и с остальным миром. Так вот, именно Трамп сегодня, войдя в Белый дом, докажет, что у нас есть 3 ветви власти, друзья мои, 3. Судебная, исполнительная, законодательная, которые не позволят никакому диктатору вдруг вот взять власть в свои руки и сказать, вот сегодня я здесь, будет так, как я скажу. Поэтому Трамп не случайно сегодня, вот видите, совершает визит в Европу. Почему? Без Европы мы никто. Абсолютно. Наши корни в Европе. Именно наши предки, все, кто приехал в эту страну, это европейцы. Это их ценности сегодня защищаются нашей Конституцией. И Трамп не может иначе поступать никак. И я очень горд тем, что именно сегодня, в эти дни, еще не став президентом, свой первый вояж он делает в Европу. Не случайно. Он уже будет закладывать те, знаете, основы, которые станут фундаментом по завершению войны в Украине в пользу Украины и наказание этого диктатора, Гитлера 21 века. Это будет обязательно. Мы будем с вами свидетелями и очень скоро. Борис Яковлевич, а может ли Трамп, так, случайно по дороге заехать, возможно, в Украину? Или пока все эти договоренности без Зеленского? Не думаю. Не думаю. Конечно, было бы здорово, честно я вам скажу. Мы лоббировали всегда и не остановимся на этом никогда. Наша мечта о том, чтобы Трамп поехал в Киев. Я уверен, он поедет. Тем более, я вам напомню, Зеленский пригласил его на свои встречи с ним. Вы помните, когда они встречались, в сентябре это было. И Трамп с удовольствием это принял. Он сказал, что рано или поздно это будет. И я думаю, Трамп это сделает, скорее всего, наверное, как президент, я так думаю, скорее всего. Это было бы лучше. Понимаете, почему? Потому что уже власть есть. Он же с пустыми руками не приедет. Он же
пакет привезет какой-то, так, какой-то миллиардный, так, понимаете, и не один, приедет, знаете, в сопровождении членов Конгресса на двухпартийной основе. Я вам добавлю, что запомните, друзья мои, не только республиканцы сегодня вот так вот рьяно за Украину, но и подавляющее большинство демократов. Я горжусь тем, что конгрессмен, представляющий мой округ в Бруклине, в Южном Бруклине, Хаким Джафрис является лидером меньшинства в Конгрессе. Он руками и ногами за Украину всегда. Запомните это. Именно он нажил себе врагов из среды прогрессистов, которые ненавидят его за это. Понимаете? А вот он за Украину. Я был бы рад, если бы наш президент поехал бы в Киев именно рядом Хаким Джафрис и, допустим, тот же Майк Джонсон, например. Ну, неважно. Важно, чтобы было бы на двухпартийной основе. Это будет обязательно. Мы ждем с нетерпением это. Это было бы здорово. Друзья, пишите свои вопросы. Я все, конечно же, вижу в нашем чате. Обязательно спрошу и о деньгах, которых тут пишут нам, почему блокируют вновь. Но я хочу вернуться, Борис Яковлевич, к вашему тезису о том, что возможны какие сейчас планы. Это заключение подобного договора, как между США и Израилем, США и Южной Кореей. Но мы слышали заявление украинского МИДа. Я напомню, что говорилось, что Украина не будет воспринимать какие-либо альтернативы или какие-то гарантии безопасности, только членство в НАТО. И это, получается, немножечко не совпадает с позицией наших партнеров. Но ведь другие гарантии безопасности, те, о которых вы говорите, почему о них сейчас даже не пишут в СМИ? Вот смотрите, давайте будем реалистами. НАТО должно измениться полностью. Начинать надо с устава. Но это же устав, это паспорт НАТО. Если в паспорте есть условия, не позволяющие вступить Украине в НАТО, то забудьте про это. Я вам больше скажу, друзья мои. Ведь в НАТО вступить – это не просто там подписаться и переступить порог. Нет, это же процесс. Огромнейший процесс. Я вам напомню, та же Турция, та же Греция и многие другие страны, нынешние члены НАТО, годами готовились вступить в НАТО. Почему? Потому что худо-бедно, независимо от этих требований, например, как я выше мной упомянутые, отсутствие состояния войны, например, или, например, там единогласное 100% голосование за. Кроме этих проблем есть еще экономические проблемы, требования к экономике. Ну как можно сегодня говорить об Украине, достойной стать членом НАТО, если исходить из экономических требований, когда экономика Украины нуждается не только в подъеме, но и в полной реконструкции, результаты которой должны отвечать стандартам НАТО. Я не говорю о коррупции, друзья мои. Да, она есть во многих странах Европы, членов НАТО даже. Конечно, есть эта коррупция, но сегодня мы говорим об Украине, наследницы бывшего Советского Союза, где коррупция настолько переплелась с госструктурами, что сегодня, друзья мои, вы знаете о том, что сегодня, например, мелькает в интернете, и мне уже один из политиков говорит: Борис, ты посмотри, он мне прислал выступление одного из украинцев, который возмущается тем, что сегодня в Украине вдруг по всей стране стали менять светофоры. Вы представляете вы? То есть пир во время чумы. Вы представляете вы, когда бабули, дедули, украинские граждане по крохам собирают деньги, сами, живя ниже черты бедности, помогают ВСУ, когда Зеленский сам с протянутой рукой ходит по миру, собирает деньги для обороны, а в это время вдруг у кого-то заболела голова по светофорам. Вы понимаете ли, это в какие рамки? Вот вы понимаете, друзья мои, мы с вами близкие. Ваша боль – это наша боль. Ваши успехи – это наши успехи. И мы должны одинаково воспринимать все, что происходит внутри Украины.
Мы не можем допускать этого. Мы должны говорить правду. Мы должны сказать, что это недопустимо. Кто-то занимается антиукраинской деятельностью внутри Украины. Вот это должно быть искоренено. Это недопустимо. Наверное, есть многое другое, что нам мало известно, чем должны заниматься украинские власти. И наша задача, наша задача друзей Украины, помочь Украине избавиться от этих проблем. Поэтому я недавно опять написал одному из конгрессменов, с кем мы общаемся, напомнил о 20 миллионах долларов, которые были выделены нашим Сенатом еще в начале войны. Эти 20 миллионов были выделены на создание аудиторских групп, американских, которые должны выехать были в Украину, работать на местах, понимаете ли, и отслеживать движение каждой гривны, каждого доллара, как эти деньги поступают населению, оборонной промышленности, например, к другим структурам. Особенно сегодня, когда вы посмотрите, когда Путин наглеет в канун зимы, уже зима наступила, его цель уничтожить энергетическую систему Украины, чтобы народ до конца добить украинский народ, чтобы народ вышел на улицу и сказал, что все, мы устали, нам больше не нужна война, идем на любое перемирие с этим агрессором. Вот когда он к этому стремится, нам что остается делать? Нам надо сделать все возможное, чтобы обеспечить Украину теми возможностями, которые, знаете, лишат народ от тех проблем, с какими Путин наваливается на украинский народ. То есть помочь энергосистеме Украины выжить вот в эту зиму. И, конечно же, будут поступать деньги, конечно же, будет поступать оборудование, но контроль-то должен быть внутри страны. Мы должны быть спокойны в том, что каждая копейка, каждый доллар, каждый цент, который поступает сегодня в Украину, он в надежных руках и идет по назначению. Вот это нас беспокоит. И мы, когда говорим о НАТО, НАТО, да подождите, ребята, прекратите говорить о НАТО. Вы не сможете стать членами НАТО в ближайшее время. Нет. Ориентируйтесь на Израиль. Будьте друзьями Израиля. Вот так должно быть. Израиль без НАТО получает помощь от Америки. Самый наглядный пример. Сотни дронов и ракет Иран послал на Израиль. Вы помните? И что думаете? Америка была рядом с Израилем. Именно Америка помогла обезопасить, знаете, крышу израильскую. А ведь к Америке тоже подключились Великобритания, Франция. Вы поняли? Почему? Да потому что есть договор. Договор, не просто подписанный между руководителями стран Израиля и Америки, но и ратифицированный нашим Конгрессом. Поэтому, когда будет договор между тем же, допустим, Зеленским и Трампом, этого будет еще недостаточно. Нам надо будет, чтобы он был принят нашим Конгрессом, обеими палатами. Вот тогда этот закон будет на вечные времена, независимо от того, кто в Белом доме. Это же реальнее, это достижимее, это ближе, чем НАТО, шмато. НАТО будет, когда будет? Когда Трамп проведет реформу, когда Украина не будет зависеть от таких коррумпированных Орбанов, Шморбанов и ему подобных, достаточно будет большинства, чтобы проголосовали за Украину. Это раз. А другое еще есть, чтобы Украина была готова гордо сказать: слушайте, вот у нас уровень коррупции был сегодня вот такой, а мы сегодня достигли вот этого. Да, сегодня где-то около 200 стран в списке коррумпированных стран по степени коррупции. Украина улучшила свое положение за последние 5-6 лет присутствия Зеленского. Но этого недостаточно, абсолютно нет. Абсолютно. Там на 4 или на 5 позиций Украина улучшила свое положение в этом тут списке. Просто я с вами полностью согласна по поводу коррупции. Мы сейчас видим, как наши спецслужбы и правоохранительные органы работают. Мы показываем то, что этих коррупционеров задерживают. Понятно, это все очень много и очень длительно, но тут даже вопрос
не о вступлении в НАТО пока еще, а только о приглашении. Даже его не дают. А приглашение — это что? Это свидетельство, что, возможно, через 10 или через 20 лет мы станем членом НАТО. Но пока такого даже видения нет. И по поводу коррупции тоже к вопросу о том, что говорят в Украине много. Мы помним ситуации в Соединенных Штатах Америки, и вот тоже... что Джо Байден помиловал своего сына, да, а говорят, что в Украине свое кумовство и так далее. Точно, точно. Вы правы. Вы очень попали в десятку. Я с вами согласен, абсолютно согласен. Ну и давайте я вас немножко назад верну. В нашей истории президентской, в современной истории были подобные случаи. Ну, я не буду говорить там о родстве, кумовстве, например, Форд помиловал Никсона, например. Но более такое режущее ухо событие, это когда Билл Клинтон помиловал своего брата, например, тоже замешанного в коррупционных делах. Вот, было такое, к сожалению, в нашей истории. И вот сегодня самый нашумевший, ужасный, позорнейший такой случай, связанный с тем же Байденом, когда он все время говорил о том, что он никогда этого не сделает, не помилует своего сына и так далее. И вдруг он заявляет: нет, вот помиловал и все, мол, сын его избран по политическим соображениям для наказания. Ну, во-первых, он, вы знаете, вызвал возмущение не только среди республиканцев, но и среди самих демократов. Например, тот же губернатор Калифорнии Ньюсом прямо сказал, что я разочарован Байденом. Я этого не ожидал. Это говорит тот самый, который рьяно поддерживал Байдена. То есть это будет иметь последствия. Обязательно. Друзья мои, мы, Америка, являясь лучшей в демократическом мире, и все же мы далеко не совершенны. Ничто человеческое нам не чуждо. Все есть в нас. И хорошее, и плохое. Но у нас одно преимущество. Законы все-таки худо-бедно работают. Рано или поздно это будет осуждено. Рано или поздно это будет, знаете, предотвращено, возможно, в том или ином направлении, в зависимости от того, где это происходит. Да, мы несовершенны, вы абсолютно правы. Стыдно мне называться американцем, страной которой управляет вот такой вот не заслуживающий уважения человек, как Байден. Я считаю его преступником. Почему? Потому что именно он издевается над украинским народом. Именно он не дает с первого дня войны в Украине 24 февраля 2022 года то, что просит Украина, чтобы Украина победила. Именно он, знаете, подливает масло в огонь своими заявлениями: мы не хотим эскалировать, мы не хотим провоцировать, мы не хотим воевать с Россией. Вот это дает энергию Путину. Это вселяет в него веру в то, что именно демократы лучше, чем республиканцы. Именно это послужило тому, что он натворил сегодня в Украине. И тому, что он натворил сегодня на Ближнем Востоке. Все, что происходит на Ближнем Востоке и в Израиле, и в Сирии, это проделки Путина. Только его. Или последствия его действий. Поэтому я перехожу к Украине, о необходимости ее стать членом НАТО. Будет. Обязательно будет. Поверьте, друзья мои, от того, что Украину пригласят, мне от этого не легче. Мне нужно, чтобы Украина стала сегодня членом НАТО. Вот сегодня. А что касается членства в НАТО, Украина давно заслужила стать членом НАТО. Я уже говорил и буду повторять каждый раз. Не НАТО защищает сегодня Украину, а Украина защищает НАТО. Друзья мои, это же очевидно. Сегодня никто не может отрицать, что именно ВСУ лучшая армия в мире. Уступая в живой силе, и в количестве вооружений, и в качестве, Украина держится.
Еще как держится. Где 3 дня путинские, которые он обещал захватить Киев? Где 2 месяца, которые он обещал захватить Украину? Где они? Нет их и не будет никогда. Запомним это. Что касается НАТО, дай бог, вот закончим войну обязательно при помощи Трампа. Тогда не будет процесса длинного. Все внимание наше будет сосредоточено на внутренних вопросах Украины, на экономике, на перевод экономики на стандарты НАТО, на войну с коррупцией. И вот тогда не пройдет и месяца с момента объявления по приглашению Украины в НАТО, с моментом официального становления членом НАТО. Поэтому не будет десятки лет, как это было с Турцией. Не будет. Коротко. Пригласили, назначили, приняли, поаплодировали. Вот так вот будет с Украиной. Борис Яковлевич. Вот вы увидите, мы станем с вами свидетелями этому. Наши зрители пишут вопросы к вам. И вот один из вопросов по поводу того, что спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил, что не планирует выносить на голосование в Конгрессе вопрос о выделении Украине дополнительной помощи. Говорит, что это дело не Джо Байдена принимать такое решение. Я напомню, что ранее Байден обратился в Конгресс по дополнительному финансированию для Украины на 2025 год на 24 миллиарда долларов. И огромная часть этой суммы, она не передавалась бы Украине, она оставалась бы в Соединенных Штатах Америки и тратилась на то, чтобы пополнить запасы складов США. Почему такая категоричность в этом вопросе? Мы помним, как и ранее республиканцы блокировали 60 миллиардов и сейчас не хотят. Нет, это не совсем так. Ну, во-первых, тот же Майк Джонсон, именно он был инициатором выделения Украине 61 миллиарда долларов. Именно Джонсон. Наперекор тем 3-4 отщепенцам нашим, республиканцам, которые ставили палки в колеса. Так вот, именно Джонсон инициировал 61 миллиард и, получив approval, то есть подтверждение, соглашение, поддержку со стороны Трампа, он вынес это на голосование 20 апреля этого года. И 61 миллиард, хотя в этом 61 миллиарде только 8 миллиардов принадлежали Украине. Только 8. Это относительно заслуг того же Майка Джонсона. Теперь, вы знаете, говоря о том, что он не может сегодня внести предложение о 24 миллиардах, он прав на 100%. Почему? Элементарно. Где 6 миллиардов Украины? Сегодняшние, которые выделены еще вот тем самым злополучным пакетом 61 миллиард 20 апреля, 6 миллиардов из 8 только 2 отправлено, на 2 миллиарда оборудования отправлено Украине. 6 миллиардов до сих пор висят. И Байден не собирается их давать. Так вроде как уже идут эти деньги. Зеленский говорил, что сейчас поставки оружия уже вроде как улучшились. Каждую неделю новый пакет. Поэтому я так понимаю, что администрация Байдена хочет успеть их потратить. Ждем. Более того, Селливан вдруг заявил, вот Байден, я цитирую, Байден мне поручил проконтролировать, как вот эти вот там, даже назвал не 6, а 4,7 миллиарда долларов оборудования будет поступать в Украине. Давайте будем считать цыплят по осени. Таких обещаний мы слышим с 24 февраля 2022 года. Вот когда будут приходить атакамсы не 10, не 20, не 30, а 1000, вот когда самолеты F-16 злополучные, которые обещаны и не поступают в нужном количестве, и Америка не дает, Байден в частности, не дает добро самолетной коалиции в лице Голландии, Бельгии, Дании отпустить, отдать обещанные хотя бы около 100 самолетов F-16. Не будет, я не верю ни одному слову Байдена. Не верю. Вы понимаете, он по сей день говорит одно и делает 0. А эта помощь по чайной ложечке, она не решает ничего. Пока я не увижу, не услышу на полях войны в Украине до 20 января переломы
в направлении войны, когда украинская армия не возьмет инициативу в свои руки, особенно в Донецком направлении, я не буду считать, что Байден помог Украине. Нет этого. Нет. Я возвращаюсь к словам того же Джонсона о 24 миллиардах. Подождите. Давайте будем исходить из главного. Главная стратегия, и мы говорили уже в этой передаче с вами, и повторю еще раз, помочь Украине вышвырнуть варваров за границы 1991 года. Это главная стратегия Трампа. Она не может быть достигнута без помощи Украине оружием наступательного характера. Без атакамсов ни сотни, ни две, а тысячи штук, без самолетов F-16 и, конечно же, без систем противовоздушной обороны «Патриот». Вот эти три компонента, которые могут обеспечить коренным образом перелом в войне и переход Украины в контрнаступление. Так это ничего нам и не дают, к Трампа. сожалению. Не дают пока нам такого. Да, вот теперь слушайте. Во-первых, Трамп сегодня еще никто. Давайте так, он еще не президент. Давайте не будем переоценивать его. Сегодня он только делает первые шажки по подготовке к входу в Белый дом. Давайте будем думать об этом. Это же еще сколько дней до этого. А я считаю, каждый час дорог. Каждый час мы теряем народ в Украине. Да. Каждый час мы теряем детей, женщин, стариков. И это нагнетается. Путин, вы правильно сказали, он поднимает ставки с тем, чтобы он, знаете, в ушах у него он что держит? Он держит слова того же Венса, когда-то сказанные, и сына того же Трампа, что, мол, на кой черт нам это Украина, там это проблема Европы, так пусть Европа и занимается этим. Он надеется на это. Он надеется на то, что когда он с высоких ставок сядет за стол переговоров, то он опустит их настолько, насколько это будет его устраивать. Он так считает. Это он надеется, что Трамп на это пойдет. Самый наглядный вам ответ того же Келлога на заявление какого-то Малафеева о том, что видите ли, вот, что бы ни предлагал Трамп, решение будем принимать мы и так далее. А вот Келлог ответил: вы еще не знаете, кто такой Трамп. Да. Правильно. Они не знают, кто такой Трамп. А Трамп выискивает варианты, самые короткие, самые эффективные, самые действенные, чтобы обезглавить путинский режим, скинуть его. Вы понимаете? И он это сделает. Давайте о 24 миллиардах не будем пока говорить, потому что сегодня большинство у нас в Сенате и в Нижней Палате. Президент у нас республиканец, они быстренько договорятся, что надо сделать, не задумываясь, абсолютно. И заявление Селливана о том, что, ой, вы знаете, нам нужны деньги сегодня, нам надо восполнять наши, знаете, запасы, не дай бог будет война с Китаем, нам будет нечем, знаете, воевать против Китая. Какая чушь собачья. Трамп не собирается воевать с Китаем. Он с Китаем договорится так, что Китай еще будет рядом с нами по уничтожению путинского режима. Вот это план Трампа, и он его достигнет. Мы будем с вами в этом свидетели. Мне такой план очень нравится. Кстати, по поводу Малафеева вы вспомнили. Я напомню для зрителей, если кто не слышал эту историю, не знает, то российский олигарх Малафеев, один из самых известных представителей российской так называемой партии войны, заявил, что Кремль, цитирую, пошлет нафиг представителя Трампа по Украине Кита Келлога с его мирным планом, который предусматривает завершение войны там по линии фронта, ну и другие варианты. А в эфире Fox News Кита Келлога попросили прокомментировать это сообщение, и он ответил Малафееву, что лучше залезь обратно в свою коробку. Понять президента Трампа тебе нужно, потому что очевидно, что ты не понимаешь, и ты точно не понимаешь, что такое Соединенные Штаты Америки. Ну, все-таки надеемся, что действительно Путин тоже поймет, кто такой Дональд Трамп. Если мы уже заговорили о России, не могу не вспомнить, и вот наши зрители тоже в чате нашем пишут вопрос о том, что Такер Карлсон снова в Москве.
поговорил с представителем МИД России, даже с главой МИД Лавровым. Ну и вот зрители спрашивают, а почему он снова приехал в Россию? И может ли быть так, что Карлсон — это такой себе тайный переговорщик от Трампа? Я не думаю. Понимаете, между прочим, до недавних пор средства массовой информации гудели о том, что вот Такеру Карлсону Трамп даст какую-то должность, чуть ли не даже Госдепа, там, кого хотите. Но Такера Карлсона близко нет и не будет никогда. Ни в каком кабинете он его не возьмет, не дай бог, если он это сделает. Я сомневаюсь в этом. Потому что Такер Карлсон работает на себя, на свою популярность. Он работает на свой карман. Почему? Потому что вот он на своих соцсетях, он набирает огромные, миллионные, я вам подчеркиваю, аудитории, и за счет чего реклама на него сыпется как из рога изобилия. Вот. И он на этом зарабатывает, очень здорово зарабатывает. Это его цель. Все остальное ерунда. Ну, мы демократическая страна. Такер Карлсон может ездить и в Венесуэлу, он может ездить и тому же диктатору, еще одному Мадуре, и может поехать, например, и к тому же Путину, а завтра он может еще и в Китай съездить тоже, и, наверное, Киму съездить в Северную Корею. Все возможно. У нас демократия, поэтому обращать на это внимание не нужно абсолютно. Он никакой погоды на нашей политике не имеет, не влияет, никакой погоды не создает. Забудьте про это. Пусть мотается по всему свету. К нему уважения со стороны американцев, поддерживающих Украину, нет никакого. Его не случайно вышвырнули из Fox News. Это было за что? Ну и напоследок спрошу у вас, тоже зрители об этом спрашивают, а готов ли Дональд Трамп ликвидировать Путина? Ну а как вы думаете? Вот смотрите. Мне бы хотелось думать, что да. Вот смотрите, неужели вы думаете, что Трамп будет терпеть то, что натворил Путин на украинской земле? Ну, надо быть ненормальным, чтобы, знаете, вести с ним какие-то диалоги, чтобы оставить его в сохранности, как этого требует то крыло пробайденовское, которое говорит, что Путин лучше, чем все остальные, кто его окружает, что в России нет оппозиции, что неизвестно, если путинский режим рухнет, что произойдет с Россией, начнется распад, часть территории может перейти даже к нашему главному врагу Китаю, который опаснее, чем Россия. И еще страшнее, не дай бог, если ядерное оружие оказывается в руках и исламистов. Вы что думаете, Трамп согласен вот с такой трактовкой? О чем вы говорите? Он уже однажды называл его агрессором. Он знает, он сейчас молчит, он прекрасно ведет себя, Трамп. Неожиданность, непредсказуемость его главное оружие – это то, чего боится Путин. Очень боится Путин. Именно непредсказуемости. И я уверен, именно при Трампе мы будем праздновать ликвидацию путинского режима. Именно при Трампе, благодаря его умной, мудрой политике, тактике, ради чего мы его и выбрали, надеясь на это. И я уверен, что он нас не подведет. Ждем все-таки таких планов. Борис Яковлевич, ну и еще одна новость, которую сегодня обсуждают украинские СМИ, о том, что начальник Генштаба России Герасимов звонил недавно главе армии США Чарльзу Брауну после удара российской ракетой «Орешник» или «Кедр» по Днепру. И, как сообщил пресс-секретарь Брауна, разговор был по инициативе российской стороны. И вот Герасимов в этом разговоре сказал, что запуск «Орешника» был запланирован задолго до того, как США разрешили Украине удары дальнобойным оружием по РФ. Тогда у меня вопрос. Почему Америка, политики боятся каких-то ответов со стороны Российской Федерации, если они этот «Орешник» и так бы запустили по Украине, даже без разрешения бить по российской территории?
Во-первых, вы когда-нибудь слышали, вот я вас всех, многих украинских журналистов очень ценю за вашу компетентность. Я говорил и повторю еще раз, вы иногда производите большее впечатление экспертов, чем те эксперты, которые бывают на ваших каналах, честно говоря. Поэтому я хочу вам задать вопрос. Вы когда-нибудь слышали из уст, в средствах массовой информации, из уст того или иного президента американского или генерала о том, что мы имеем какие виды вооружений, которые могут уничтожить, взорвать, потопить, цунами создать? Никогда. Почему? Американцы не любят хвастаться. Никогда. Почему? Потому что хвастовство – это признак слабости. Америка делает, Америка имеет и умеет пользоваться тем, что она создает. Поэтому никогда... Вы заметили, какая реакция была американская на эти орешники? Там, может быть, завтра еще и тутовники какие-то появятся. Это же блеф. Вы мне скажите, блеф настоящий. Никогда. Американцы все знают. У нас есть и разведка, у нас есть, знаете, худо-бедно, пусть она не так уж блещет, как хотелось бы. И тем не менее, мы знаем, что там есть у них. Мы прекрасно следим за этим. И вот этот вот звонок, да, нашему генералу, например, он говорит о чем? Того же Герасимова. Он говорит о том, что он начинает смягчать атмосферу. Он хочет сказать, что это было, простите, пожалуйста, это было запланировано. Ну а кто в это поверит? Вы мне скажите. Но сам факт желания преподнести это так говорит о том, что они уже начинают идти на попятную. Ой, вы знаете, мы запланировали, больше планировать не будем. Простите, пожалуйста. Вот так это можно понять. Это раз. Во-вторых, я говорил и буду говорить всегда, когда задают вопрос американскому президенту, почему вы не признаете Россию страной спонсора терроризма, да, есть один правильный ответ, который я принимаю. Это был ответ того же Байдена, который сказал, что да, у нас есть каналы связи между, например, спецслужбами американскими и российскими, между Пентагоном и Министерством обороны России. Для чего эти каналы? Так для того, чтобы мы имели возможность, мы, американцы, предупреждать Россию, что мы все видим, мы все слышим, и если вдруг будут какие-то движения в сторону принятия решений по применению неконвенциональных видов вооружений, мы знаем, что сделать. Мы пойдем на опережение. Это Путин знает. И он никогда не посмеет применить тоже ядерное оружие, которым он постоянно хвастается, и из его утюгов изрыгаются вот эти угрозы. Этого не будет. Еще раз говорю, потому что Путин прекрасно знает, что будет действие на опережение со стороны Америки. Он это прекрасно знает. Поэтому вот этот самый звонок, я возвращаюсь к этому звонку, который, кстати, впервые Браун наш связался с российскими лидерами, с тем же Герасимовым, за всю его историю вот пребывания на этом посту, главнокомандующего военно-воздушными силами Америки. Он впервые говорил с представителем российской армии, и вот он услышал то, что нужно было услышать, и соответствующие выводы мы сделали. Он это передал руководству нашему. Поэтому это говорит о том, что Путин мандражирует. Он плохо спит сегодня. Он не знает, чего ждать от Трампа. Это наша цель. Это то, чего добивался Трамп. А дальше будут сюрпризы, красивые сюрпризы, потрясающие сюрпризы, которые будут началом уничтожения путинского режима. Борис Яковлевич, ждем сюрпризов и ждем, конечно же, вас в нашем эфире, чтобы мы потом с вами это комментировали. Спасибо огромное за то, что вы присоединились. Спасибо за ваши инсайды, мнения, аналитику. Ну и я напомню, что Борис Пинкус был с нами на связи. Вы, друзья, обязательно поставьте свой лайк, напишите комментарий. Не забывайте указывать, из какого города вы нас смотрите. Ну и, конечно же,
подписывайтесь на наш YouTube-канал, если хотите не пропускать самые интересные новости. Вот, видите, мы даже узнали, что Трамп дал интервью. Будем его, конечно же, смотреть, и вас тоже призываю. И подписывайтесь на YouTube 24-го. Всем спасибо за внимание, хороших новостей, берегите себя и до встречи.